Его надо заполнить. Когда вы идете в магазин за хлебом, у вас в голове запускаются процессы обработки критериев для принятия решения. Как близко находится магазин? Устраивает ли меня качество хлеба? Цена? Срок годности? Это нормально. Вы ведь не хотите принести семье черствый хлеб, особенно если идти километр пешком, а кассиры тебе нахамят. Но что если? Я вам скажу, что ровно такие же процессы обработки критериев запускаются, если мы говорим о стране для жизни. Подходит ли мне климат, качество еды, стоимость жилья, уровень образования для детей, наличие друзей и знакомых, карьерные возможности, сохранность финансов, безопасность на улице, архитектура города, образ жизни местных, судебная система, отношения полицейских, возможность путешествий. Да, на первый взгляд это кажется чуть сложнее, чем покупка хлеба в Магните, но схема одинаковая. Как существуют критерии выбора между покупкой в пятерочке или в Магните, так существуют критерии выбора между странами. Если не для постоянного места жительства, то хотя бы для временного пребывания. Безусловно, идеальная страна существует только в фантазии. Не могут быть все критерии выкручены на максимум. Более того, они субъективны в своей ценности. Кто-то вообще не представляет свою жизнь без встречи со школьными друзьями в выходные. Для другого важнее карьера, третьему – образование детей, а четвертому вообще по кайфу смотреть на барельефы. Каждому свое. Этот выпуск посвящен явлению, которое уже невозможно не замечать. Его нужно учитывать как обычным гражданам, которые еще не осознали свои возможности, так и государствам, которые еще не осознали свои риски. Мы говорим о межгосударственной конкуренции за человека. На мировом рынке развернулась жесткая конкуренция за мозги. Ведь мозги — это будущее экономики. И, как вы понимаете, борьба сейчас идет за IT-специалистов. Самая востребованная и перспективная профессия в IT — Data Scientist. Они создают и обучают нейросети, которые сегодня применяют везде. От рекомендаций видео на YouTube и голосовых помощников до роботов и беспилотных автомобилей. В России средняя зарплата таких спецов 200 тысяч рублей, а в Европе около 10 тысяч долларов. В онлайн-школе Skill Factory есть отличный курс Data Scientist, на котором освоить профессию может любой желающий. Возраст, образование и опыт не важны. Курс на 80% состоит из практики с экспертами из Яндекса, Nvidia и МТС. Вы не только получите новые знания, но и научитесь применять их в деле. Формат обучения гибкий, где и когда вам удобно. Поэтому его легко совмещать с работой и другими делами. Кроме того, у вас будет ментор, который поддерживает и отвечает на вопросы. А карьерный центр поможет составить резюме и трудоустроиться на новую работу. Многочисленные отзывы на независимых сайтах подтверждают качество и эффективность курса. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и оставляйте заявку. Не забудьте указать промокод MyGap, чтобы получить скидку 45%. Чтобы вы понимали, насколько тема чувствительна, то вот как однажды объяснил Владимир Путин, почему мозги утекают из России. Мы с вами знаем, наверное, а может быть кто-то и не знает, так называемые фонды иностранные по школам работают. Сетевые организации просто шарят по школам Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле, как пылесосом высасывают просто и все. Уже прямо со школы абитуриентов берут, и на гранты сажают и вывозят. Кстати, это идеальный пример клинической невозможности признания своих ошибок. Молодежь уезжает не потому, что текущие условия не конкурентоспособны, и в другом месте банально больше перспектив в чем-то, а потому что какие-то третьи лица рыщут по школам,
пылесосом высасывают, да еще и на гранты сажают, как на какой-то кокаин. Тут можно еще минут на 10 делать лингвистический разбор слов. Рыщут, пылесосом и сажают, чтобы понять, что там в голове происходит. Но суть сведется к тому, что объясняется утечка мозгов не состоянием дел у нас дома, а в агентах-грантобарыгах, которые совращают молодежь. Тем не менее, утечка мозгов как проблема обозначена, пусть и с извращенным объяснением. Из нашего времени более человеческую речь можно было услышать от Мишустина, когда он действительно эмоционально отнесся к импульсивному переезду айтишников. И ребята, которые, я не знаю, говорят, уезжают, вы знаете, я не особо верю в то, что все уедут. Обращаюсь, пользуясь случаем, ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что Родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, и вы надежно сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать. Опять же вопрос, насколько в реальности уезжают люди? Вы напишите комментарии, может здесь есть релокаторы. Короче, вы поняли. Знаете, оказалось это очень действенным способом сделать общественный срез, как оно происходит на самом деле. В прошлом выпуске мы попросили предпринимателей откомментировать, что там на бизнес-фронте. И это получил такой крутой отклик. Можете зайти в комменты под прошлое видео. Или, если лень, я кучу скринов наделал, прям подряд их делал. Можете нажать на паузу и прочитать. Продолжится ролик с этой минуты. Мишустин не просто так выступил с просьбой айтишников остаться, вы и по СМИ знаете, что многие свалили. Хотя, если честно, то понять, сколько на самом деле уехало, сколько вернулось и какая квалификация у этих людей, тяжеловато. Например, заголовки. ФСБ сообщила, что за границу свалило аж под 4 миллиона граждан. Это вообще 7% рабочей силы, да и на целый миллион больше, чем в прошлом году. Но, если добавить еще побольше исторических данных, то все становится вообще смешно. Ведь до пандемии бывало так, что и в первый квартал 8 миллионов уезжало. И ничего, многие-то точно вернутся. Там Мишустин и Шадаев говорили, что по симкам отследили под 85% людей. Тут тоже, кстати, вопрос, потому что откуда эта информация? Тут либо цифровой концлагерь уже пришел, либо реальная цифра неизвестна никому. Да и в целом, этот способ отслеживания по симкам очень опосредован. Может, вернулись, кота забрать, или близких, или просто повидаться. Сами видите, что тут слишком много «но». Но мы попытались. Чтобы получить хоть какие-то цифры, пришлось прям запариться, потому что если тупо зайти на сайт федеральной статистики, вбить предполагаемые страны для эмиграции, то получится этот график. Смотрите. Какие-то одинаковые линии, ни хрена не понятно, все стабильно, видно только просадка в 2020 году из-за ковида, никто никуда не летал. Супер. Очень полезно для нашего выпуска. Но, если начать копать глубже, взять в сравнение только первые кварталы, то среди потока инфы можно обнаружить, что действительно в Армению ломанулись рекордные 134 тысячи человек, а в Узбекистан 53 тысячи. Хотя, опять же, если сравнить с 2019, то ситуация не прям катастрофична. Но и в то же время не замечать это нельзя, потому что неизвестно, как повлияла пандемия на структуру этих поездок. Проще говоря, в начале 19-го в Армению поехало 114 тысяч человек. Это все те же люди, с теми же целями, которые уехали в начале 22-го. Аномальные всплески, в общем, и правда есть. Более того, если взять статистику по целям поездки, то в деловых рекордный рост до 4000 полетов.
А в Грузии так вообще забава. Если в остальных странах провал только в 2020 году по деловым, там из-за пандемии, и то не до нуля, то в Грузии буквально за весь квартал в 2020 21 человек, в 2021 33. То есть за 3 месяца улетало 21 и 33 человека соответственно. А вот в 2022 что-то обнаружилось, что у 1250 наших соотечественников резко обнаружились дела в Грузии. Или взять причину работа. В начале 22-го что-то резко россияне полетели в ОАЭ на работу, как, впрочем, и в Грузию. Разбирать причины, почему люди уезжают, мы не будем, все понимают, как говорится, но интереснее другое. Как другие страны решили воспользоваться случаем, чтобы загробастать себе наши мозги. Армения. Многие ломанулись туда из-за конъюнктуры. Дружественность к России, распространенность русского языка, невысокая стоимость жизни, да и близость к родине. Поэтому между невозможностью вести деятельность с территории РФ или переехать к соседу, мимикрировав под армянина, выбирается последнее, это понятно. Но я лишь хочу обратить внимание на то, что в условиях, когда Россию начало шатать и спецы начали смотреть на сторону, Армения вводит специальную плюшку для IT-сектора. Половину подоходного налога государство компенсирует. Там, конечно, не все так просто. Есть условия, типа должно быть создано 50 новых рабочих мест. Но, во-первых, для переезда из России целой компании это неплохая плюшка, они могут ей воспользоваться. А во-вторых, я сразу скажу, не надо воспринимать этот выпуск как пособие к релокации. Все детали, если надо, изучайте сами. Я лишь про то, что сейчас целые страны теряют священный ореол Родины. Где родился, там и пригодился. Священный долг и вот это вот все пафосное, абстрактное, неуловимое и манипулятивное. Сейчас страны все больше напоминают потенциального работодателя, который участвует в конкурсе вакансий. И страны становятся все больше похожи на корпорации. Не нравится Apple, покупаешь Samsung. И где-то даже четко заявляют, что вот у нас есть дефицит каких-то кадров и нужно вот конкретно столько-то людей. Армении не хватает 4000 IT-специалистов. Дефицит кадров приводит к тому, что проекты, которые могли бы реализовываться в Армении, уходят в другие страны. Приезжающие сегодня в Армению специалисты частично могут восполнить пробелы. Однако многие приезжают со своими компаниями, поэтому дефицит все еще существует. И судя по тому, что Nvidia открыла там свой исследовательский центр, определенные успехи достигаются. Там, кстати, тоже были предположения, что открытие как-то странно совпало с началом войны. Но вот компания говорит, что нет, они вне политики, но в то же время указывает, что те, кто хотели перебраться, перебрались. Ну ладно. Перейдем к куда более яркому примеру. Страна, которая прям подготовилась к ярмарке вакансий, чтобы предстать в приятном свете перед потенциальными работниками. Возможно, вы будете удивлены, эта страна у вас точно никогда не ассоциировалась с IT-хабом. Ведь это Узбекистан. С 2019 года там функционирует IT-парк. Ну, это по аналогии с нашими особыми экономическими зонами. Такая специальная территория, где действуют особые инфраструктурные и налоговые условия, которые поддерживают резидентов. Ну, то есть, вот, для примера, вот такие условия в обычном случае по всей стране, а вот такие для резидентов IT-парка. Затем, на следующий день после вторжения, они разворачивают программу Таш-Раш, в которой администрация парка помогает руками и советами с релокацией не только работникам, но и их семьям. Помощь с визами, трансферы с аэропорта, жилье, да даже с садиком помогут. То есть, с одной стороны, условия на новом месте, а с другой – помощь руками, чтобы выдернуть тебя из старых условий и организовать переход. И это работает. Если за весь прошлый год доля иностранных IT-компаний в парке была 4%, то только за январь-май количество практически утроилось до 12%. Но все эти плюшки они развивали до войны. А вот после, связано это или нет, я не знаю, но в апреле они придумали специальную визу для релокантов-айтишников. Говорят, что от инициативы до подписания указа прошло около 2 недель. Так и называется IT-виза. Вам сейчас может показаться странным, что это за виза такая. Обычно же там, рабочая, а это какая-то IT.
особое. С 1 апреля этого года действует такая штука для получения ВНЖ. Если раньше для ВНЖ нужно было купить имущество на 400 тысяч зеленых, то айтишникам дали небольшое упрощение. Всего лишь в 400 раз. Да, комплюхтерщикам достаточно купить, я даже не знаю, что, сарай, наверное, за $1000 и все. ВНЖ Узбекистана есть. Нет, ну вообще, как сказал бы мне кто-то в начале года, что для сохранения связи с миром россиянину потребуется ВНЖ Узбекистана. IT-виза работает не только для комплюхтерщиков, но вот и для этих 3 категорий населения, в том числе инвесторы и бизнесмены. А чтобы подчеркнуть степень глобализации и устаревания священных скреп, я отмечу, что идея создания такого парка возникла, когда президент Узбекистана посетил Индию в 2018 году. И опять тут на уровне страны заявляется, сколько им нужно айтишников. Под 12 тысяч. С Узбекистаном мы закончим и перейдем в следующую страну, которая стоит на пороге исторических изменений, ну прям буквально. Выделим даже в отдельную главу. В мире существует одна небольшая, но очень технологически и медицински продвинутая страна, в которой вообще не существует миграционной политики. Ну, то есть получить ВНЖ за шекели нельзя. За особые навыки нельзя. Туристам можно пробыть только 90 дней, но вот потом надо покинуть территорию до следующего года. Израиль. Задержаться на срок более 90 дней можно только репатриантам. החזר למולדת. Иными словами, тем, кто подтвердил свои еврейские корни. Но 24 февраля мир изменился, и священные правила, которые действовали в Израиле на протяжении сотни миллиардов лет, пересмотрели. Во-первых, сильно ускорили процесс по программе репатриации с года до 4 дней и отменили какие-то требования с бумажками. Притом упростили даже до того, что, честно, мне чуть не особо верится, мол, можно тупо взять все доки и уже там, в аэропорту, доказать, что ты еврей. Но так указывает наш патрон из чатика, который живет там. Вот тут можете нажать на паузу и прочитать все нюансики, как тебя встречают в аэропорту и даже шекели дают. Это скрин из Дискорда. Но мы, наконец, решили создать закрытый чат в Телеграме, поэтому все патреоне с этого тира и выше, и все спонсориане с этого тира и выше получат доступ к нашему Телеграм-чату. Кстати, мы, наконец, добрались до спонсора и сильно уменьшили там уровни платежей. По иронии судьбы, в чате большинство айтишников, ссылки будут в описании. Заходите, может, вспомните, что и вы на самом-то деле еврей, как многие россияне сегодня. И ведь это правда. Так, например, сайт адвокатской коллегии Элли Гервица поделился статистикой. В январе этого года сайт посетили 2 800 тысяч человек. В феврале раз в 8 больше, 22 тысячи. А в марте 57 тысяч. Но это еще фигня. Пока мы говорили только об упрощении имеющихся правил. Но революционность в том, что они добавили право на релокацию сотрудников IT-компаний даже тем, у кого нет еврейских корней. Да, там пока это право дается всего лишь на 90 дней, но с возможностью продления. Тем не менее, раньше такого не было вообще. Тектонические плиты священных догм сдвинулись. Но на этом удивления не заканчиваются. Знаете, кто пролоббировал это решение? Вот эта девчонка. Чего необычного думаете вы? А она родом из России. Зовут Софья Туполева. Совместно с Даниилом Черновым они основали в Тель-Авиве некоммерческую организацию Reboot Startup Nation, где почти все работники имеют российские или украинские корни. Значит, затем дорвались ребята до вот этого мужика, это депутат местной Госдумы, чтобы потом вещать на всю Госдуму с темой: «А давайте-ка поможем айтишникам работать у нас в стране, раз у нас дефицит кадров». И вот таким образом Reboot Startup Nation стала пилотным партнером в программе Fast Track. Это те условия, которые мы вам уже показывали. Пока все это направлено на тех, кто уже работает на израильские компании. Но во второй фазе хотят включить уже тех, кто тупо ищет работу на израильской земле.
Понятно, что пылесосить будут только суперкомпетентных и точно будут буксировки с теми, у кого нет еврейских корней. Но лед тронулся. Софья, Даниил, вы создали исторический прецедент. Вам удачи. Да, разумеется. Смотря на все это безобразие с пылесосом кадров, Россия предпринимает шаги. В стране есть люди, которые понимают, что экономика – это не просто продажа национального достояния. На наших глазах происходит разделение на лидеров цифровизации и пользователей. И мы, конечно, должны воспользоваться возможностью и занять ведущие позиции в новых условиях. Разработку и реализацию проектов цифровой трансформации. Качественные кадры в этой сфере крайне важны. Те, кто способен создавать новые технологии и работать с ними. У нас много таких людей. Поэтому было сделано следующее. Ввели реестр инагентов. То есть аккредитованных IT-компаний. Иными словами, это лист компаний с привилегиями. В список IT-компаний залетела аж Почта России. Плюшки получают как сами компании в виде сниженных и, на самом деле, значительно сниженных отчислений, вот они на экране, так еще и сами работники компаний из реестра имеют плюшки. Ну, например, не заберут в армию. Плюшка отличная, актуальная, особенно в текущих условиях. Затем льготная ипотека, да такая, что больше, чем в ковидное время. До 9 и 18 миллионов в зависимости от населения конкретного города. Там, правда, ЗП хотя должна быть соответствующая минимум 300 в секунду, минимум 100 тысяч рублей. Дают под приятные 5%. Хотя я тут вот немного влезу и добавлю, что с учетом постоянного снижения ключевой ставки ЦБ, в этой программе может и процент понизить еще. Вот вы только будьте внимательны. Мне подсказал один подписчик, что в условиях и, думаю, в договоре у вас будет вот такая строчка. Если выражаться понятным языком, то это значит, что погасить ипотеку раньше времени не выйдет. Вот взяли на 30 лет, будьте добры, платите весь срок. Так что обратите лучше на это внимание. Понятно, что это такой способ удержать айтишника на земле российской. Как ровно и вот этот пункт. Ну, то есть, если вы возьмете в ипотеку, работая в Почте России, а потом вдруг перейдете на работу не из списка, ну, например, там в какой-то Google, даже оставаясь в России, то с вас возьмут по полной, процент повысят на 4,5 от ключевой, да еще с даты оформления кредита. В кабину, в общем, накидают, что ж, мам, не горюй. Короче, вариант неплохой, но будьте уверены, что все эти 5, 10 или 30 лет вы будете работать в аккредитованных компаниях России. Мой посыл, чтобы вы были внимательны при подписании договора и при принятии такого долгосрочного решения. Ну и помимо удерживания старых, прям недавно Госдума приняла законопроект об упрощенном получении ВНЖ для новых IT-специалистов. Видимо, ориентируясь на опыт Израиля. Ведь упрощенный порядок не просто как IT-виза в Узбекистане, а только для работы в тех самых аккредитованных компаниях. Все, что я вам рассказал, возникло не недавно. Тренд на отбор квалифицированных кадров начался тогда, когда работа мозгами стала стоить дороже, чем работа руками. Просто на протяжении тренда возникают вспышки. Такой вспышкой был коронавирус, который ускорил цифровизацию. Такой вспышкой является война, из-за которой тысячи людей вдруг поняли, что вся жизнь не ограничивается одной страной. Притом все мы когда-то слышали о трудовых визах, о давно существовавших визах для талантливых работников, или вот относительно недавняя история – виза для цифровых кочевников. На VC есть огромная статья с разными способами и программами для удаленщиков. Как обычно, источники будут в описании под названием ссылки на материалы. Люди – это новая нефть. Этот тезис можно понимать по-разному. С точки зрения паразитизма или с точки зрения развития.
единицей потребления является человека. Что мы делаем для того, чтобы длина жизни человека росла? Что мы делаем для того, чтобы человек меньше погибал в дорожно-транспортных происшествиях? То есть единицей потребления у нас является человек. Как мы относимся к человеческой жизни? В 21 веке человеческий, скажем так, ресурс – это самый важный ресурс. Даже не природный ресурс, а человеческий ресурс – это единица потребления. Именно поэтому я считаю, что геополитика устаревает, а природные ресурсы, типа железа и никеля, уже пытаются добыть в космосе. Запуск планируется в августе этого года. Государства начинают понимать, что у них уже нет священного права на судьбу человека. Навыки человека становятся важнее его национальности. А теперь позвольте процитировать себя же 7 лет назад. Ни для кого не секрет, что с развитием телекоммуникаций на протяжении последних 50 лет складывается глобальная экономическая система. Наряду с мгновенной передачей информации по всему миру открылась возможность совершения дистанционных финансовых транзакций. В этих условиях появляется новая модель конкуренции – межгосударственная. В настоящее время уровень развития государства определяется сформированной бизнес-средой внутри страны. Современная ситуация требует кардинальной смены видения государственного управления, где обращаются к успешным мировым моделям, а приоритет отдается людям интеллектуального труда и создаются условия для их реализации. Эти строки я написал в 2015 году, работая на Госдеп над эссе. Еще даже до рождения MyGap. Тогда уже был виден этот тренд. И, к сожалению, с того момента иностранные инвестиции в страну упали до уровня 1994 года. Это, правда, данные за 2020. Как вот оценить иностранные инвестиции в 2022? Главное, поймите, что вот завтра все не перейдут на зеленую энергетику и добычу в космосе. А послезавтра Россия не скатится в средневековье. И не будет такого, что из страны сбегут все светлые умы, а останутся только бандерлоги. Такие процессы идут годами. Они запустились лет 30 назад, а последние события их просто ускорили. Человек сегодня рассматривается не как гражданин священной державы, а как носитель компетенций для мирового рынка. И наиболее успешными гражданами и государствами будут те, кто поймет это раньше всех. Мы благодарим наших главных поддержаторов Влада, Маверика и Соник Мейхема, а также всех верховных магистров, мудрых консулов, героев и гэпников нашего ордена. Спасибо за поддержку и инвестиции в наше спокойствие. Не забудьте поддержать лайком, комментарием и репостом. Увидимся на следующей встрече.